Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим творожный пирог. Он по вкусу очень напоминает кулич. Он будет с изюмом и крошкой. Готовится проще простого и получается вкуснейшим. Все продукты нам нужны комнатной температуры. 2 яйца, 10 грамм ванильного сахара. Размешиваем яйца с ванильным сахаром на низких оборотах миксера. Затем увеличиваем скорость и добавляем 180 грамм сахара. Нам нужно взбить яйца с сахаром до побеления массы, увеличения ее в объеме в 3 раза. Посмотрите, какая масса получилась, кремовая, воздушная. Продолжая взбивать, добавляем 70 мл растительного масла. Перемешиваем все. Также нам понадобится 250 грамм творога, он у меня 5%. Если у вас творог комочками, можно его протереть через сито или погружным блендером. Все перемешиваем. Из сухих ингредиентов нам нужны мука 180 грамм и 10 грамм разрыхлителя. Просеиваем их в миску с творожной массой и перемешиваем. Можно это сделать лопаточкой или, как я, миксером. Посмотрите, какое по консистенции должно получиться тесто. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Также нам понадобится 80 грамм изюма. У меня 40 грамм изюма и 40 грамм вяленой клюквы. Перемешиваем их с чайной ложкой муки, высыпаем в тесто и как следует все перемешиваем. Форма у меня кексовая, 30 на 11 сантиметров. Я ее выстелила пекарской бумагой. Выкладываем тесто в форму и разравниваем. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео, его увидит большее количество зрителей. Теперь нам нужно приготовить крошку. 50 грамм мягкого сливочного масла, 50 грамм сахара и 80 грамм муки. Можно приготовить крошку при помощи вилки или перетереть руками. Полученную крошку выкладываем сверху на тесто ровным слоем. Духовка у меня заранее разогрета на 180 градусов, режим вверх-вниз. Пирог печется 40-50 минут. До готовности в моей духовке он пекся 45 минут, и готовность я проверила на сухую шпажку. Даем пирогу полностью остыть в форме, затем выкладываем его на блюдо, и можно его разрезать и пробовать. Режется он прекрасно. Посмотрите, какой он получается в разрезе. Изюм у нас не упал на дно. Все по центру. Вы видите, какой наш пирог румяный и очень пахнет ванилью. Ну что, будем пробовать. Посмотрите, какой он мягкий. Друзья мои, это очень вкусно. Хрустящая крошка, ванильное, вкуснейшее творожное тесто. Приготовьте. Это просто и очень вкусно.